Здравствуйте, друзья! Агент российской фигуристки Александр Трусовый Алексей Николаев прокомментировал информацию о том, что отец спортсменки требовал от Первого канала отстранения Алексея Ягудина и Татьяны Тарасовой от комментирования прокатов его дочери. Напомню, фигуристка на одном из этапов Гран-при России предстала перед телекамерами без логотипа Первого канала на тренировочной форме. На месте предполагаемого логотипа красовался прямоугольник из ниток. Вскоре появилась информация, которую позднее подтвердил Первый канал, что отец фигуристки был недоволен критикой со стороны Татьяны Тарасовой и Алексея Ягудина в адрес дочери и требовал их отстранения от комментирования прокатов Александры. На что Первый канал ответил отказом. Агент Трусовой заявил, что против фигуристки и ее родителей была развернута кампания. Здесь есть явное следование одной спорной рекомендации классики пиара. Кто первый соврал, тот и выиграл, рассказал Николаев в интервью Матч ТВ. Агент выразил уверенность в том, что ни сама фигуристка, ни ее родители никогда бы не позволили себе предъявлять подобных требований к телеканалу. Ведь отец и мать фигуристки, по мнению Николаева, являются честными, воспитанными и принципиальными людьми. Они никогда не опустились бы до подобных демаршей, рассказал Николаев в интервью Матч ТВ. Агент заявил, что в цивилизованных условиях во время ведения переговоров о продлении сотрудничества стороны не дают комментариев в прессе и тем более не делают личных выпадов в сторону друг друга. А в случае Трусовой и Первого канала телевещатель поступил с точностью да наоборот. В данном случае мы имеем дело с так называемым синдромом покинутой невесты, рассказал Николаев в Матч ТВ. Со слов агента фигуристки, после истечения сроков сотрудничества стороны не смогли договориться, и Александр выбрал другого информационного партнера. И вместо того, чтобы поблагодарить друг друга за совместную работу, разочарованная невеста бежит в партком и требует вернуть жениха, а если тот уже создал другую семью, то старается облить его грязью. Сейчас эта история скорее комедийный фарс, рассказал Николаев в интервью Матч ТВ. Все бы ничего, но меня смущают некоторые нестыковки. Я не буду касаться слов о честности и благодарности. Это все-таки субъективная оценка. Куда больше интересны слова о том, что во время переговоров между Первым каналом и фигуристкой телеканал начал делать выпады в сторону Трусовой. Правда, по ходу интервью Алексей несколько поменял позицию, заявив, что конфликт произошел уже после того, как фигуристка выбрала другого информационного спонсора. Так в какой момент телеканал начал этот комедийный фарс? Мне вот казалось, что сначала фигуристка убрала нашивку Первого канала с формы, да еще так демонстрационно, чтобы в глаза бросался пустой прямоугольник из ниток, чтобы каждый это заметил и спросил. То есть это было сделано во время переговоров о новом контракте? Очень интересно. А может, когда фигуристка уже сменила спонсора, так почему на рукаве не было нового логотипа? По-моему, своим интервью агент только усугубил ситуацию.